Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот этот моднейший жакет. Считаю, самая актуальная модель сезона. Такой тепленький, уютный жакет, который можно одеть. Можно джинсы, можно брюки, можно юбку, можно платье. То есть накинул и пошел, да, ни о чем особо не задумываясь. Эффект красивого узора, конечно же, немаловажен, да? А у нас узор действительно будет очень эффектный. Итак, давайте сейчас я вам приближу эту модель, полистаем ее. Она у нас довольно такая интересная, необычная. У нас будет вот этот узор красивый вязаться по рукаву и по полочкам, а по спинке и будет у нас использоваться вот такая шахматка, как вы видите сейчас на рукавах. Цельновязанная планочка. Жакетик очень мило смотрится. Посмотрите, вот сейчас я вам еще приближу. Здесь узор очень хорошо виден, да? Посмотрите, у нас будут с вами такие ромбики ячеистые, жгутики. Очень красиво все это связано. Это машинная, девочки, вязка, но мы будем с вами сегодня все это воссоздавать на спицах. На спицах я составила схему этого узора. Мы сделаем расчеты. Ой, какой же он все-таки милый и красивый. Пряжу постаралась подобрать идентичную этой в оригинале, да, то есть такая она у нас немного джинсовая, светлый джинс, да, такой уже весенний намек, очень приятная пряжа, подходит как брюнеткам, так и блондинкам одинаково. Мне очень приглянулась эта модель. Это чистая классика. У нас вяжутся все детали раздельно, затем сшиваются. У нас будет спущенный рукав. Это сейчас очень модно, актуально. Модель в стиле оверсайз, то есть свободный крой. Поэтому мы сегодня будем объединять с вами много размеров. То есть 44-48 я объединила. Сделала широкий такой жест, скажем так. Составим сегодня описание мы, значит, и еще второй размер будет использоваться в описании 50-52. Жакетик милый и достоин вашего внимания. Думаю, девочки, не найдется людей равнодушных к этому жакету. Если вы истинная вязальщица, вы оцените узор, оцените модель по достоинству. Всем, кому больше нравится вязать чистую классику с окатом, конечно же, можете применить свои желания и связать эту же модель, но с окатом. Итак, мои хорошие, многое говорить не будем, приступаем к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания образца, для вязания этого красивого жакета я предлагаю пряжу Alize Lana Gold Fine из серии Classic. Полушерстяная пряжа турецкого производства. 49% шерсть, остальное акрил. 100 грамм 390 метров, то есть очень экономный такой расход у нас будет, да, турецкая пряжа, я сказала. 40 цвет. Цвет такой красивый, насыщенный, джинсового оттенка. Голубовато-джинсовый, да. Очень красивый узор. Этот узор мы будем с вами вязать для полочек, а спинка будет вязаться шахматкой. Я схему тоже вам покажу. Очень просто вяжется этот узор, несложный, рельефный, очень эффектно смотрится. На фоне жгутиков все это вместе смотрится очень гармонично, я считаю. Смотрите, какой шикарный, рельефный получается полотно вязаное, правда? Так, как альтернативу всегда вам показывала пряжу, давайте сейчас тоже покажу. Значит, хорошо подойдет пряжа Yarn Art Merino Deluxe 50 турецкого производства. Пряжа чуть-чуть потолще,
Расход у нее тоже не такой экономичный, в 100 грамм 280 метров. Это тоже полушерсть, 49% шерсть, остальное акрил. Ниточка чуть толще той, из которой мы вяжем, смотрите. То есть, если вы хотите изделие потолще, вот такая будет у вас небольшая разница. Так, это понятно. Давайте посмотрим еще один вариант. Смотрите, вот эта пряжа тоже очень хорошо подойдет. Называется она у нас российского производства, белорусская, серия классик фабрики Камтекс. 100 грамм 300 метров. Тоже полушерсть. Тоже 50% шерсть, 50% акрил. Ниточка тонкая, слегка пушится, по толщине приближается к нашему вот этому Alize Lana Gold Fine. Очень по толщине приближается. Прекрасная ниточка, мягкая. Вся пряжа, которую я вам сейчас показываю, очень приемлемая, мягкая, подходит для плечевых изделий идеально. И она бюджетная, девочки. Это не дорогая пряжа. Пряжа, которая еще тоже мне нравится, это пряжа Alize Super Lana Classic. В ее составе шерсть 25%, остальное акрил. И в 100 грамм у нас тоже 280 метров, точно так же, как вот в Yarn Art Merino Deluxe. То есть вот эти две пряжи одинаковые по толщине, но разные по составу. Но зато они по качеству, девочки, очень похожи. Вот в этой пряже Super Lana Classic синтетика не так сильно она заметна. В общем-то, хорошая пряжа, хорошие скрутки, вы видите, да? Немножечко блестит, очень красивая пряжа. В носке ведет себя хорошо. Я из нее вязала несколько вещей, мне очень нравится. Все, что я вам предлагаю, я использовала сама лично, поэтому это не просто слова. Пряжа с хлопком, которую я могу предложить для вязания этого жакета, это пряжа фирмы Alize Cotton Gold. В ее составе, значит, давайте сначала про метраж, раз повернула. 100 грамм 330 метров у нас, и в составе это полухлопок. 55% катон хлопок, 45% акрил. Шикарная пряжа, по толщине идеально подходит к нашей вот этой Alize Lana Gold Fine. Они даже по цвету очень похожи. Я вам сейчас покажу, смотрите, видите? И по толщине ниточка, и по цвету тоже. Кстати, вот Alize Cotton Gold, прям джинс, самый джинс. Смотрите, толщина одинаковая у этих ниточки. То есть, если вы хотите с шерстью, берите Alize Lana Gold Fine. Если хотите с хлопком, берите Alize Cotton Gold. То есть, это пряжи идентичные, только разные по составу, но одинаковые по толщине. Вот такой вот сегодня я вам показываю вариант пряж. Очень большой, да, выбор. Так, ну, а мы будем с вами сейчас смотреть схему нашего прекрасного узора, составлять описание на разные размеры. Схему узора я нарисовала, и выглядит она вот таким образом. У нас будет использоваться сегодня несколько узоров, то есть у нас будет мотив состоять из мелких таких узоров. И здесь вот основные моменты. Значит, у нас использоваться будет сегодня 5 петель, которые составляют 2 изнаночные, 1 лицевую, 2 изнаночные. То есть это 5 петель, такой блок узоров, да, из лицевых изнаночных. Жгут у нас будет использоваться на 4 петлях. И у нас будет использоваться такой элемент, как ромб, такой рельефный на 8 петлях. И каскад у нас будет из этих ромбов, их 8 штук будет идти. У нас будет использоваться узор шахматка, вот эта верхняя часть. Здесь у нас лицевая, это вертикальная черточка, горизонтальная черточка, это изнаночная, да, которая будет составлять 8 рядов в высоту, раппорт, и 4 петли в ширину, раппорт. Для нашего узора ромб будет 16 рядов в высоту, 8 петель в ширину. Жгут на 4 петлях, 8 рядов в высоту и 4 петли в ширину.
Вот такие вот моменты очень важные, но мы будем сегодня вязать эти узоры, кроме вот этой шахматки. Уж вы, я думаю, сможете связать. Здесь даны только лицевые ряды, изнаночные вяжем, как смотрят петли. Поэтому я не стала такой простейший элементарный узор вам показывать, девочки, как вязать. Если вы выбираете этот жакет, значит, у вас уже есть опыт, вы уверены в своих силах. Потому что начинающим все-таки вот эти перекрещивания, наверное, лучше пока не браться за не самой простой, средней сложности вязания данной модели, данный жакет. Далее у нас будет выкройка. Здесь нет размеров. Все размеры я сегодня буду озвучивать в расчетной части. Там я рисую и рассказываю все подробнейшим образом. И у нас с вами составляется вот такое описание. Вот такое описание. Я всегда его выкладываю, девочки, под видео. Имейте это в виду. Здесь основные размеры европейские я тоже напишу чуть позже. И, в общем-то, там вы, девочки, почитаете. Здесь все подробно расписано. Кроме того, я вам схематично буду сегодня рисовать, как располагаем узоры, что откуда берется, что как считается, откуда берутся эти петли, откуда берутся те самые другие петли. В общем, все мы с вами сегодня подробнейшим образом разберем. Думаю, вопросы останутся такие малосущественные. Основные моменты мы сегодня будем обязательно затрагивать в данном видеопроекте. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 44 петли. И давайте сейчас с вами распределим наши узоры. У нас будет с вами жгутик вязаться на 4 петлях. И на 24 петлях будет вязаться такой ромб. Вернее, их будет 3 ромба подряд. На каждый ромб составлять будет 8 петель. Ну и между ними будут вязаться 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Таким образом, начинаем вязать с вами первый ряд. Кромочную снимаем, 4 петли перекрещиваем налево. Для этого 4 петли снимаем на спицу правую. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 петли за работой. Поменяли их местами и провязали 4 лицевые. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Затем наш ромб вяжется следующим образом. 4 первые петли мы перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли за работой, следующие 2 петли перед работой. Меняем их вот таким образом местами и вяжем как 4 лицевые. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами и вяжем как 4 лицевые. Связали. Точно так же вяжем второй ромб. Первые 4 петли перекрещиваем с вами направо. Перекрестили, связали как 4 лицевые. А следующие 4 петли перекрещиваем налево. Сняли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и связали как 4 лицевые. Ну и третий ромб остался точно так же. Первые 4 петли мы перекрещиваем с вами направо, снимаем на правую спицу эти 4 петли. Первые 2 петли будут у нас за работой, следующие 2 перед работой. Меняем их местами и вяжем как 4 лицевые. Следующие 4 оставшиеся петли перекрещиваем налево. Снимаем на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой.
поменяли их местами, вяжем как 4 лицевые. Все, связали первый ряд. Дальше у нас идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И точно такой же жгутик, как в начале мы вязали ряда. Мы будем 4 петли перекрещивать налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами, вяжем как 4 лицевые. Кромочные, изнаночные. Переворачиваем. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, по узору. Вяжем 3-й ряд. Здесь никаких перекрещиваний нет, он очень простой. Сняли первую петлю кромочную, далее вяжем 4 лицевые жгута, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И здесь 24 петли лицевые идут, там где ромбы. 3 ромба по 8 петель. 24 петли вяжем лицевыми. Связали. Далее опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и в маленьком жгуте 4 лицевые. Кромочная будет изнаночная вязаться. Вот таким образом связали 3-й ряд. Переворачиваем на изнаночную сторону и 4-й ряд вяжем все петли, как на нас они смотрят. И дальше, девочки, 5-й, 7-й ряды вы вяжете точно так же, как мы сейчас связали 3-й ряд. Один в один. Самостоятельно. Встречаемся. В 9-м ряду будут снова перекрещивания. Итак, у нас с вами 9-й ряд. В маленьком жгуте у нас сейчас будет повтор раппорта. То есть мы снова начинаем. 9-й ряд равен 1-му ряду. То есть в жгуте снова перекрещивание. Вяжем 4 петли, перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. Далее идут 2 изнаночные, лицевая и 2 изнаночные. Так, и приступаем к вязанию ромба. В 9-м ряду наш ромб вяжется следующим образом. Первые 4 петли мы будем перекрещивать налево. То есть первые 2 петли перед работой, да, а следующие 2 за работой. Меняем их местами и вяжем как 4 лицевые. А следующие 4 петли будем перекрещивать направо. Сняли на правую спицу, первые 2 за работой петли, следующие 2 перед работой, поменяли местами и вяжем как 4 лицевые. Итак, ромбик первый связан, вяжем второй ромб. То же самое. Первые 4 петли перекрещиваем налево по 2 петли у нас перекрещиваются. Так, вяжем 4 лицевые, следующие 4 петли перекрещиваем направо по 2 также, первые 2 за работой, следующие 2 перед и вяжем их 4 лицевые. Следующий ромбик точно так же вяжем, 3-й ромб вяжем, первые 4 петли перекрещиваются налево и вяжется как 4 лицевые. Следующие 4 петли перекрещиваются направо. Получается у нас такой с вами каскад ромбов. 3 ромба подряд. И также вяжем как 4 лицевые перекрещенные. Вот таким образом у нас вот такие ячейки формируются. Видите, да? Рельефный узор. Довольно интересный. Так, продолжаем.
2 изнаночные у нас, 1 лицевая, 2 изнаночные, и в маленьком с вами жгуте у нас перекрещивание 4 петель налево. Меняем по 2 петли местами и вяжем 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. 9 ряд связан. Переворачиваем. 10 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 11 ряд мы будем вязать с вами, как вот мы вязали с вами 3, 5, 7. То есть это то же самое вяжем. В жгуте в маленьком у нас просто 4 лицевые идут. Затем идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. В нашем каскаде ромбов 24 петли вяжется лицевыми. Затем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и в маленьком жгуте 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Связали. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. И смотрите дальше. 13 и 15 ряды мы вяжем, как сейчас связали 11. На этом в наших ромбах раппорт заканчивается, и повтор идет с 1 ряда в ромбах. Ну а в жгуте вы поняли, в маленьком, что здесь у нас раппорт узора составляет 8 рядов. То есть каждые 8 рядов мы совершаем одинаковые перекрещивания вот эти. Все. Самостоятельно, девочки, заканчиваем с вами 13 и 15 ряды, да, и делаем влажно-тепловую обработку образца, чтобы сделать расчет плотности. Горячим паром обдаем наш образец. Тянем его, он влажный и податливый. По вертикали надо потянуть и по горизонтали. Оставляем сохнуть. Для расчета плотности нам понадобится линеечка и расчетная машинка. Мы берем простую линеечку и прикладываем к образцу, измеряем его вначале ширину. Тут у нас вот немножко края, надо их распрямить. Итак, значит, ширина нашего мотива получилась 18 сантиметров, 44 петли участвовало. 44 надо разделить на 18. 2,4 получается плотность надо записать, это плотность по горизонтали. В 1 сантиметре 2,4 петли умещается. Далее по вертикали, вертикальная плотность, берем также нашу линейку и измеряем высоту образца. Это 13,5 сантиметров. Сейчас надо посчитать четко, сколько здесь связано рядов. В образце связано 32 ряда, надо разделить на 13,5 сантиметров, и мы получаем плотность 2, давайте округлим, 2, сделаем 35 сотых, вот так. Эту циферку тоже давайте запишем, что в 1 сантиметре 2,35 ряда умещается. Так, и хотела бы заострить внимание, что этот узор у нас будет использоваться только на полочках. Спинка и рукава у нас, ну, там на полочках, в принципе, тоже использоваться будет шахматка. И у нее будет своя плотность, несколько отличная от вот этого рельефного узора. В 1 сантиметре будет 2 петли. Я уже вязала из этой пряжи много раз, и я знаю, что обычно лицевая гладь вяжется с такой плотностью из этой пряжи. Так что будем такие расчеты делать с разной плотностью. Для расчета мы будем использовать эту выкройку. Девочки, я здесь много всего написала, сейчас буду вам пояснять.
Значит, ну, у нас спущенный рукав получается, укороченный. В общем, скос плеча здесь самое, наверное, сложное, что будет. Ну и скос по рукаву. Ну а так остальное сейчас вам вкратце расскажу, потому что у нас полная инструкция будет выложена под видео в виде текста. А здесь я сейчас просто буду как бы пояснять, да? Смотрите, мы будем составлять описание для российских размеров 44-48. То есть сюда входит еще и 46. И объединяем мы это как 55 сантиметров. У нас будет ширина спинки и полочек. То есть вот эта часть. Дальше. Плотность вязания шахматки. То есть это вот этого узора. Когда мы сочетаем 2 петли лицевые, 2 изнаночные, да, мы вяжем 4 ряда таким образом, а затем противоположно меняем. То есть там, где были лицевые, вяжутся 2 изнаночные, там, где были 2 изнаночные, вяжутся 2 лицевые петли. И мы вот это все меняем, и поэтому называем в шахматном порядке. Шахматка называется этот узор. И этой шахматкой будет вязаться спинка, будет вязаться, помимо нашего вот этого рельефного узора, часть полочек и часть рукавчиков. У рукавчика по центру тоже идет рельефный узор. Вы видели, у полочек идет вот здесь рельефный узор, да? То есть это понятно. И давайте сейчас я вам сразу буду рассказывать. Спинка. Плотность вязания шахматки в 1 сантиметре 2 петли. Поэтому при ширине 55 сантиметров спинки для первого размера у нас будет умножаться это число на 2 плотность, получим 110 петель. Надо набрать для спинки. Но для планки мы будем набирать на 10 петель меньше. То есть 100 петель набираем для спинки и вяжем резиночкой на высоту 10 сантиметров. Резиночку можно использовать любую, какую вы захотите. Я пишу в своем описании резиночку 1 на 1. Далее, после того, как мы свяжем эту резиночку по спинке, переходим к узору шахматка. В последнем изнаночном ряду резиночки мы прибавляем с вами 10 петель, чтобы у нас стало 110 петель. На второй размер 120 петель. Для второго размера, это 50-52 российский, ширина будет спинки переда составлять 60 сантиметров. И, соответственно, 60 умножить на 2, 120 петель. Да? Это тоже понятно. И затем будем вязать шахматкой до определенной высоты. Первое, что мы будем формировать, это скос плеча, а затем через 2 сантиметра будет формироваться вырез горловины спинки. На вырез горловины спинки при ширине ее 22-23 сантиметра, в зависимости от размера, придется 44 петли, 46 на второй размер. И все, что осталось, это петли плеч. По спинке это составит 33 петли, 37 петель. Как последовательно закрыть петли по скосу, я подробно описываю в своем описании под видео. Пожалуйста, там и полная инструкция последовательность вашего закрытия описана. Далее, по переду. Как располагаем узоры по переду? Если с шахматкой все понятно, то у переда включается у нас с вами узор. Узор, который мы вязали сегодня в образце. Здесь несколько у нас идет маленький жгут на 4 петлях. Идут вот эти красивые ромбы на 8 петлях раппорт. Их у нас 3 подряд идет, да. И образно говоря, это выглядит вот таким образом, девочки. Итак, образно я нарисовала, смотрите, как выглядит наша узорная часть. То есть вся наша ширина мотива составляет 52 петли. И в нее входит следующее. 5 петель по схеме, которые, ну вот эти вот 2 изнаночные мы вязали, смотрите, 2 изнаночные, лицевая, снова 2 изнаночные, да, то есть это 5 петель. Это то, что мы делаем между жгутиком и между ромбами. Вот эти 5 петель, они здесь у нас начинались, и здесь они идут, они везде как
отделяющая такая полоса. Так, вот их я обозначаю на данной схеме как 5, числом 5. Начинается с этой полосы, затем 4 петли у нас составляет жгут, который мы вяжем, затем идут опять эта полоса, разделяющая на 5 петлях. По центру у нас идут 8 раппортов, 3 раппорта по 8 петель, в сумме это 24 петли. Далее опять разделяющие 5 петель, 4 петли жгут и снова разделяющие, и снова 5 петель наши разделяющие, да? И все это составляет в сумме 52 петли. И поэтому по правой полочке, мне проще правой вам рассказывать, я распределила следующим образом узоры. Здесь нужно будет учитывать плотность узора. Она у нас, мы ее считали с вами, вы помните, да? Плотность мы с вами посчитали в 1 сантиметре 2,4 петли. Это плотность чисто узора. Но плюс в самом узоре будет еще и наша шахматка участвовать. Поэтому средняя плотность, я посчитала, девочки, составила 2,25 петель сотых. Это по полочкам, именно по полочкам. Там у нас комбинация идет нашего рельефного узора на 52 петлях и шахматки, узора шахматки, у которого плотность по горизонтали было число 2, помните, да, я говорила. Поэтому получается такой расклад. Начинаем с кромочной. 8 петель мы вяжем резиночкой 1 на 1 цельновязанной планкой. Затем у нас идет с вами 52 петли нашего узора, который я вам сейчас только что рассказала, как располагаются наши мотивы, да, как располагаются петельки. Вот. И затем для первого размера у нас 8 петель шахматкой выделяется, кромочная. Вот. Для второго размера это 16 петель шахматки и кромочные, а так общее расположение одинаковое. И получается, когда мы все это складываем, для полочки будем набирать 70 и 78 петель. Вот так вот оно значительно увеличивается за счет сжатости полотна, за счет его рельефности. Этот узор очень много отнимает в ширину полотна. Вы видели, да? Он очень такой весь сжатенький, поэтому это вот так выглядит. Собственно, начинается у нас полочки точно так же, как спинка, с резиночки 1 на 1 или 2 на 2, как вы захотите. Тут же у нас вяжется и цельновязанная планочка, а затем, после того, как вы свяжете резиночку на высоту 10 сантиметров, мы переходим, именно располагаем вот таким образом узоры. Все более подробно и детально описано в моем описании. Так. Вяжется все так же. Различие, значит, у нас, конечно, более глубокое будет формироваться вырез горловины у полочек, чем у спинки. На высоту я сделала глубину этого выреза по полочкам 10 сантиметров. Скос плеча у нас на высоту был 4 сантиметра, и по вертикали это составит 10 рядов. Как определила? Смотрите, сейчас включаю понятие вертикальная плотность. Любой вертикальный размер мы должны обязательно умножать на плотность. И когда будем вязать наше изделие, обязательно считаем длину изделия рядами, а не измеряя сантиметрами. Для чего это делается? Мы с вами не зря считали эту вертикальную плотность, чтобы ее так активно применять. Дело в том, что после стирки любое изделие вытягивается. И мы специально делаем этот расчет вертикальной плотности для того, чтобы предотвратить это неприятное явление. Мы закладываем уже этот коэффициент растяжения, образно говоря. Вот, поэтому обязательно, девочки, считайте ряды. То есть я в своем описании, в тексте, всегда пишу сантиметры и равно столько-то рядов. Обратите на это внимание. И считайте также, какая бы длина изделия у вас не была,
какие бы у вас мерки ни стояли, обязательно применяйте вертикальную плотность. Возможно, длина будет не совпадать с моей, у вас будут какие-то другие сантиметры заложены в длину. В моем случае общая длина изделия я сделала 65 сантиметров, вот имейте это в виду. То есть здесь все вот эти параметры заточены вот под эту общую длину. И имейте это в виду, если вы меняете этот параметр, то у вас будет меняться количество рядов. Немножечко откорректируйте описание. Так, теперь, что касается... Ах, да, еще я хотела подчеркнуть, что поскольку плотность разная будет, у нас узор будет только по полочкам, а у спинки будет другая плотность, поэтому на плечи, на вырез горловины придется совсем другое количество петель, не такое, как, например, смотрите, какая разница получается. Значит, у спинки 33 петли и 37 петель идет вырез, идет плечом в ширину. На плечи приходится столько-то петель, да? А из-за разницы плотности у, значит, полочек это будет цифра 37 и 41 петля. И именно это у меня учитывается в описании, девочки. Имейте это в виду. При ширине плеча 16,5 и 18,5 вот такой петельный расклад получается. И по вырезу горловины тоже немножко по-другому, там другие циферки в петельках. Поэтому, если вы увидите несоответствие, не пугайтесь, это связано с разницей в плотности узоров. Так, и к рукавчику давайте тоже вернемся. Значит, у нас с вами рукав также начинается с планки, который мы вяжем резиночкой 1 на 1 или 2 на 2 на высоту 10 сантиметров. Общая длина рукава я взяла 46 сантиметров. То есть вы, пожалуйста, эту мерочку тоже под себя откорректируйте, какая вам будет нужна по вашей длине, по вашему росту. Обязательно смотрите по вашей фигуре, чтобы все хорошо сидело. Значит, у нас будет с вами довольно широкая пройма, потому что в оригинале она тоже широкая. Для первого размера я взяла 22 сантиметра, для второго 24 сантиметра. Поэтому вот в этой самой широкой части рукава мы тоже закладываем эти цифры, только умножаем на 2. То есть 44, 46. Вот здесь будет в самой широкой части. Когда мы свяжем с вами планку, в последнем изнаночном ряду мы равномерно прибавим с вами петли до 66 доведем. То есть на все размеры я сделала одно число 66 петель. И мы будем располагать с вами узоры следующим образом. Значит, по центру у нас идет наш с вами мотив на 52 петлях. Это то, что мы с вами только что объясняли. Вот это расположение петель, кто не помнит. Так, и с двух сторон идет у нас с вами шахматка на 12 петлях, ну и кромочные, соответственно. То есть в сумме это 66 петель занимает. И, конечно же, нам надо будет прибавлять петли по скосу, то есть формировать скос рукава. У меня в первом случае, значит, получилось 16 петель, надо прибавить по каждому скосу. Во втором размере 21 петля прибавляется. И эти все прибавки делают равномерно. Как сделать расчет равномерности этих прибавок? Сейчас я вам объясню. Смотрите. Значит, при самой широкой части рукава у меня 98-108 петель. Считала я их путем вот 44, это первый размер, ширина, умножить на среднюю плотность 2,25. Получается 98 петель для первого размера, 108 для второго. На примере первого размера рассказываю, как считала скос. 98 петель отнимаем то, что у нас по низу 66, да? И затем делю на 2 скоса это число. Получается 32 мы делим на 16, на 2, получается каждый скос 16 петель прибавки идут. Длина скоса, то есть длина от планки до окончания рукава 36 сантиметров. Переводим 36 в ряды. 36 я умножаю на нашу плотность по вертикали. Мы ее считали с вами, у нас получилось 2,35 ряда в 1 сантиметре. Получается 84 ряда будет скос вот этот, на эту высоту вязаться. И 84 мы разделим на 16.
сколько петель надо прибавить по этому скосу. Получается, прибавки будем делать в каждом 5-м ряду. Для второго размера 21 петлю по каждому скосу будем прибавлять в каждом 4-м ряду. Считала также 84 разделить на 21. Будет цифра 4. И после того, как вы достигнете ширины 98-108 петель, мы закрываем все петли разом. Остается вам сборка изделия. Вам надо будет, когда будете вязать правую полочку, конечно же, на цельновязанной планке предусмотреть прорези для 4 пуговичек у нас. И 5-я пуговичка будет по планке выреза горловины. Вы набираете на круговые спицы дополнительные петли, поднимаете их по вырезу спинки и полочек и вяжете планочку на высоту тоже приблизительно 3 сантиметра. Тоже резиночкой 1 на 1 или 2 на 2, какой вы выберете. Вот. И здесь тоже будет одна прорезь для пуговицы, самая верхняя. Обратите внимание на модель, я вам и укрепленную ее показывала. Да? Там все видно очень хорошо и досконально. Ну а все остальное, девочки, я сейчас, конечно, все охватить не могу. Вам проще почитать в инструкции под видео. Там все последовательно и разжевано написано. Желаю вам удачи, до новых встреч!